Привет всем, друзья! Как вы поняли, у нас новый проект, новая работа. Идем сегодня работать в Осло с напарником. Так что ждите новый контент. Короче, дошли мы до объекта в Осло в центре. Ну, не в самом центре, но тут, короче, живут непростые люди. И парковка, к сожалению, у нас не очень. Так что зашли мы на тротуар с прицепом и закрыли вот такой лентой. Не знаю, насколько это законно, но мы попробуем в рамках закона все это сделать. Сняли, короче, этот кусок забора, чтобы у нас был доступ потаскать, короче, все материалы, весь продукт сюда как-то. Нам надо будет работать на крыше, аж сверху того балкона. Короче, ставлю прицеп там. Попробуем сюда. Попробуем сейчас заехать сначала машиной туда и потом прицеп затянуть сюда. Короче, не получилось нам заехать. Вообще очень узко, доступа никакого нету. Ждем, чтобы хотя бы соседка вышла, чтобы машину свою передвинуть, которая стоит прямо у дороги или мешает нашему проезду. Так мы сможем завести сюда и лифт, и все остальное. Короче, не смогли мы завести сюда прицеп, оставили его там и лентой обмотали вокруг, дали проезд на пешеходную дорожку с той стороны где-то метр, чтобы было как-то легально. Сейчас надо куда-то машину припарковать. Ох, не знаю, как будет там. Сейчас мы должны взять размеры, чтобы все это, что у нас есть, совпало с теми размерами, что там. И после чего померяем, увидим, что все совпадает, потом можем уже как поконкретнее начинать что-то разбирать и поднимать это наверх. А то работка здесь, чтобы только поднять и разбирать, то старая, небольшая. Даже наоборот, большая работа. Так что работаем дальше. Короче, всю эту конструкцию сзади меня. Сейчас должны померить размеры, если совпадают с нашим новым продуктом. Тогда начинаем разбирать понемножку. Но сначала надо убедиться в том, что мы сможем занести снизу там лифт, на чем мы будем поднимать наш продукт. И наоборот спускать вот этот вниз. Этот мы будем выкидывать на мусор.
и будем монтировать наш. Работа совсем нелегкая. Обойти именно тот дымоход. И чтобы это не текло, работа не из легких. Но работаем дальше. Короче, сняли все размеры. Вроде бы наш продукт совпадает с теми размерами, что там есть. Сейчас покушаем немножко. И надо начинать разбирать это старый продукт, то, что там есть. Потом по возможности надо взять в аренду этот лифт и как-то его затащить сзади дома, чтобы на нем могли поднять весь наш продукт и наоборот спустить тот старый. У нас уже 12, то есть пол-первого уже. Не знаю, если мы сегодня что-то конкретно сделаем, то дорога у нас взяла прилично, скажем так. Мы выехали где-то в 9 почти, потом в пробке застряли, пока приехали, пока немножко разгрузились. И вот так. Итак, обед уже прошел. Сейчас начинаем потихоньку работать. Потащили на 4-й этаж без лифта по одной лестнице, можно так сказать, весь инструмент. Работа не из легких. Сейчас начинаем потихоньку разбирать старый продукт. Когда смотришь на этот дымоход, это вообще... И тут надо будет работать со страховкой, а то шестерок по кругу хватает. Так что мы взяли с собой страховки. Когда будем работать наверху, будем привязывать себя к дымоходам. Итак.
Хозяйка угощает кофе. Приятный бонус на работе. Короче, чтобы вы не говорили, хотя бы что-то мы сделали за сегодня. Сняли вот эту бляшанку. Поломали 2 стекла, но не до конца, только верхний слой. Сегодня, как говорил, что много мы не сделаем, не успеем. А то это так сильно засиликонировалось. На совесть, как говорится. Мы как бы то же самое делаем, но мы не разбираем после себя. И вот тут пришлось разбирать после других. Так что солнце уже зашло и уже чувствуется немножко. Не прям минус, но немножко холоднее. Но пока еще светло, еще работаем. Где-то еще полчаса. Сейчас 15-20, может быть максимум до 4. Накрываем все это брезентом. Накрываем на ночь. И едем домой. И уже завтра продолжаем. Осталось еще 2 стеклопакета на сегодня. И понемножку собираться будем. И уже завтра будем продолжать остальное. Пока что наслаждаемся кофе и хорошей погодой. Что, все на сегодня. Завтра уже продолжаем с новыми силами, с новым желанием работать и продолжать.